Всем привет! У нас нежданно-негаданно снова началась зима. Поляки в шоке, мы тоже не в восторге, но что делать? Дома холодно, поэтому включаю батарею, чтобы немножко согреться. И идем кушать, потому что уже пришли роллы. Я не захотела ничего готовить, а захотела просто заказать свою любимую доставку. А уже днем мы получили мейл о том, что наша посылка из Эстонии приехала, поэтому сели в машину и быстренько за ней поехали. Подумала, что вам будет интересно посмотреть, где находится пункт выдачи, куда мы вообще ездим. Здесь получается вот такая вот парковка. Это старые районы Кракова, тут еще советские дома. Видите сами, какая тут обстановка. И стоит вот такой вот автомат рядом с магазином. Нам нужно только активировать код в приложении, и ящик откроется. Вот сейчас Михау это делает как раз, и он такой типа, ой, а вдруг я не утащу эту посылку, вдруг она такая тяжелая? Я говорю, да ничего она не тяжелая, давай. И, в общем-то, он такой, ой, она тяжелая, падает, помогите. Нет, я удержал, все получилось. Я говорю, Миха, хватит шутить, бери уже посылку и поехали домой. Ведь мне действительно не терпится ее уже распаковать. Я очень редко знаю, что находится внутри посылки, то есть какие-то позиции, да, я прошу, чтобы мне прислали, а все остальное мама кладет на свое усмотрение. Мы уже дома. Сейчас буду делать обзор посылки, что нам прислала мама. Также мы заехали в TK Maxx. Я нашла там вот такие вот масочки на лицо. Получается, это швейцарский бренд люкс-сегмента. Я узнала у ChatGPT. Да, и поэтому я взяла две таких. Одну уже использовала вчера, пробовала, мне очень сильно понравилось. Эффект прям вообще классный. И теперь у меня есть довольно-таки большой запас. Кстати, в каждой вот такой коробочке по 3 маски. Да, так что запас у меня есть, хватит на несколько недель, даже больше. Так что буду активно делать. Хочу их запихнуть в холодильник, чтобы они всегда были такие, знаете, прохладные. Так приятнее использовать маску. Вот, еще за 9 злотых нашла вот такие вот красивенные сережки. Ну, знаете, на фотосессию, там с нарядами какие-нибудь одеть. Очень круто. И что очень здорово, то, что они покрыты золотом. Видите? Вот. Так что надолго сохранятся. Главное их не мочить. Красиво. 9 злотых, да. Вон, видите? Класс. И давайте сейчас откроем посылку, посмотрим, что там внутри. Любимая моя колбаса эстонская. Ну, шоколад, конечно. Что еще поближе показать вам? Вот эти джемы. Видите, они тут все с разной не начинкой, а вкусом, да? Здорово. Тут вот такие вот цветочки, розочка. И такой красивый ангелок. Вау, просто обалдеть. И вот чай тоже безумно интересный. Красивая баночка, прям здорово. Такая вот у нас получилась распаковка. И вот эта шапка, сейчас я померю, да. Ну, конечно, это должно быть немножко по-другому. Типа здесь должны так волосики красиво спускаться. Но, в принципе, очень комфортно, удобно. Мне очень нравится. У нас что-то случилось с кофемашиной. Не знаю даже что. Она начала так сильно вибрировать. Прям страшно. Вот. Михау там пытается это починить. А я хочу показать вам джемы поближе. Потому что здесь они, знаете, с такой классной какой-то консистенцией. С какими-то добавками. Ну, не знаю. Ну, как будто натуральные, в общем. Возможно, и есть натуральные. Я не знаю. Выглядит это все максимально круто. Мне нравится. А уже вечером мне стало скучно, и Михау предложил пойти погулять. Я выбрала торговый центр, конечно же, потому что я обожаю торговые центры, особенно в скидочный период. Всегда интересно, я могу себе что-то найти. Приехали на парковку, без проблем нашли парковочное место и уже заходим внутрь. Кстати, это мы в галерее Кажимиш. Кажется, так называется на польском. Да, тут очень классный торговый центр, и его переоборудовали. Тут открыли совершенно новую детскую зону на 2-м этаже, поэтому мы приехали посмотреть, вам показать. Кстати, посмотрите, тут даже есть такой маленький магазинчик мумиков. Очень классно, но цены завышенные. Лучше даже покупать в Финляндии. В честь открытия новой детской зоны здесь установили роллер-дром, где можно бесплатно покататься на роликах, также приобрести защиту и шлем, тоже совершенно бесплатно. И это как для взрослых, так и для детей. Михаил предложил мне тоже покататься, но я как-то отказалась, подумала, там одни малыши, это будет смотреться как-то нелепо, давайте лучше погуляем.
В основном, да, взрослые сидели на пуфиках, а вот дети активно катались, им было весело. Ну а мы заметили ту самую новую детскую зону, и она просто огроменная. Здесь есть все: аттракционы, горки, можно праздновать дни рождения. Представляете, все сфокусировано в одном месте, бегать вообще никуда не надо. Все новое, стильное и очень функциональное. Мне кажется, любой ребенок был бы счастлив тут побывать. А вот с другой стороны открыли семейный барбершоп и детскую игровую комнату с видеоиграми. Конечно, здорово сделали, но раньше здесь были другие магазины, как Zara и Sensei, теперь их здесь нет. Ну а мы идем в H&M Home. О май гад, вы только посмотрите, какая тут красота, какой красивый стол, выкладка, все такое качественное. Вообще обожаю H&M Home, даже больше, чем Zara Home, не знаю почему, но тут я всегда могу что-то интересное найти. И еще мне нравится очень сильно новая коллекция игрушек из H&M Home. Я говорю: Михау, давай купим совенка. Михау такой: нет, хватит, у нас уже достаточно игрушек, не надо. Или вот этот мишка, просто какая прелесть. А еще посмотрите, милейший носорог, боже, какая прелесть. Ну ладно, может быть, в следующий раз я его куплю. Но мне очень сильно понравилась коллекция с Hello Kitty и вот этот вот розовый рай. Вы только посмотрите на эту подушечку с лимонами. Очень сильно хотелось ее купить, но я себя остановила, сказала: подожди пока, не покупай, вдруг будут скидки. Конечно же, наперед скажу, что здесь были скидки. Один несчастный стенд, вот он, кстати говоря, я его нашла под конец. И да, вы можете подумать, что тут какой-то хлам, и тут ничего полезного не осталось, все раскупили. Так-то оно так может быть, но знаете, кто ищет, тот всегда найдет. Решила обойти его несколько раз, посмотрите с другой стороны. И знаете, мне очень понравилась ваза с лимонами в итальянском стиле. Правда, знаете, 40 злотых за вазу я как-то... Нет, спасибо. Даже пусть она будет с лимонами. Ну, если кому-то надо, то, пожалуйста, в H&M Home в галерее Кажимиши есть такая ваза. Правда, разбитая, но кого это волнует, правда? Ну, а вот и моя золотая находка. Вы только посмотрите, льняные наволочки на подушке для дивана. Стоит всего 10 злотых. Это 2 евро. Господи, 2 евро. Конечно же, я их сразу забрала. Скажу честно, на свой диван я не собираюсь их сейчас стелить. Они будут ждать своего часа. Того времени, когда я куплю новый диван моей мечты, тот, который хочу именно я. Поэтому уберу их пока в шкаф и буду мечтать о том, чтобы поскорее их одеть на свой новый диван. В общем, отправила Михау на кассу расплачиваться и заметила новое постельное белье в коллекции H&M с розовыми цветочками. Очень красиво смотрится. Возможно, я за ним в будущем вернусь, потому что мне очень понравилось это постельное белье. Еще из интересностей тут появились книжки модных изданий: Hermes, Louis Vuitton, Burberry, Dior. Очень необычно. Сразу открылась мне здесь страница с сестрами Олсен. Прикольно, мне понравилось. Мы еще зашли в несколько магазинов, конечно же, съездили в TK Maxx, мой любимый, и заехали в Lidl, потому что нужно было закупиться продуктами. Уже отправляемся домой. Дома, конечно же, вам сделаю распаковку и покажу, что купили. Вот такая горочка покупочек у нас получилась. Ну, на самом деле немного. Покажу, что взяла. Взяла вот такую сумку от бренда DKNY, кожаная. Это, знаете, даже не сумка, а больше кошелек на ремешке. Сюда можно убрать все свои карты, деньги. Очень стильно смотрится, как такой аксессуар, дополнение к образу. Дальше взяла вот такой сет за 27 злотых. Тут получается 2 спонжика, еще спонжи для нанесения пудры и ободок. Мне кажется, что такой ободок есть уже у всех на свете, но я его отдельно не хотела покупать, тем более, что они стоят дорого, брендовые, именно если вы берете. А тут такая возможность, такая скидка, я думаю, надо брать. В итоге взяла, и он, в принципе, довольно-таки удобный. Ну, мне понравился. Вот. Еще взяла вот такую вот лопаточку за 5 злотых. Очень выгодная покупка. Я безумно счастлива и рада. Тем более, что таких лопаточек много никогда не бывает. Всегда нужны. А еще посмотрите, какой браслет я себе нашла. Тоже по скидкам. 45 злотых стоил. Это кристаллы, посеребрение. Очень красивый браслет. Невероятный. Я безумно рада, что его нашла. Вообще обожаю украшения. Тем более, если нахожу какие-то хорошие позиции за выгодные деньги. Это прямо классно. Также мы забрали посылку. У Михау пришел ремешок для Apple Watch. Это были мои. Я ими практически вообще не пользовалась. Посмотрите, какие новенькие. И я их отдала Михау. Странно, что он их раньше себе не захотел. И в итоге теперь он их с удовольствием носит, чему я безумно рада.
Ну а мы наш вечер закончили пиццей и нашим любимым шоу. Сейчас смотрим «Звезды в Стамбуле», нам безумно нравится. Кстати, пицца тоже безумно вкусная. Мне было лень готовить, поэтому Михау я заказал, так что все good. А еще мы любим острый соус, вот такой у нас есть Перу, не знаю, но он очень острый, поэтому нужно всего лишь немножко. А это уже следующий день, и вот недавно Михау посетил мероприятие под названием IEM. В общем, это для геймеров. Я, конечно же, про это мероприятие ничего не знаю, поэтому с этого момента, поинта, сейчас вам Михау расскажет, как все там проходило и что крутого он там видел. It's basically an event in Counter-Strike 2 where the best teams come and play and compete to get the trophy. And line was not so big because there was basically like few different entrances where you could get inside. Here we can see a contest for 70,000 zlotys where you could win for your school in Brawl Stars. A lot of people were basically trying on t-shirts and trying on different computers to see which one will fit them the best. There was also a zone where you could play with other players or against other players. Basically there was two zones, one where you could play or try things, and one where you could buy stuff, trade stuff, and even here you can see some cards that people were selling and replacing. Basically you could trade one card for another. There was a lot of people to outlet where you could buy cheaper things from teams that you are cheering for, and there was really a long line of people and everyone waited for their turn to check and to pick something for themselves. Tam даже była zona, gdzie można było popróbować speedrunning, so basically who will get the fastest time, ili zona, gdzie można było play 5 versus 5 or 1 versus 1, just like you can see here. And this is the cards that I mentioned earlier. Można było ich mieniać i все такое. A это piwo in a pretty cup that cost like 10 zlotys. So basically you could steal it and not give it back or give it back and get your money back. This was zone 1 versus 1. A это был one of the sponsors, Vifon. They are making this quick, быстрая лапша, да? Да. Бич-пакет. Да, бич-пакет. Я даже услышал, что кто-то там говорил по-эстонски или по-фински, ну не знал, кто это был. But in one team there is playing a guy called Rops. His last name is Kol. Apparently it means school in Estonian. So maybe it was Estonians, but also in other team there is a guy who is Finnish. So maybe it was Finnish people. So there is both options. But the biggest group of fans was from Brazil, because there was a team called Fury, and there was a lot of fans. They even bring bubny, да? Там-тамы. Да, и там кричали «Фурия» и все такое. Basically, on the bottom there was a premium ticket. You had to pay like a bit extra to go there, but все было видно оттуда, so from this lower ranks and higher ranks. А это уже Intel Tent, где можно было посмотреть на разные компьютеры made by разных producers. Some of them were normal, some of them looked like this. Этот был крутой. И there was also one that looked like Predator, which was also very creative. We have people in Poland who are making computers like this. But the main sponsor was Intel, because this event is called Intel Extreme Masters. So all computers that you could see here had basically Intel processor. And the main computer used was Orion 7000. It's a computer made by Predator, such a company, and it costs somewhere 20,000 zlotys. It's basically 4, maybe 5,000 euros. So it's a very powerful machine. I even went to the settings and tried to find the overlay to show me how many FPS I have, but I couldn't find it. But I really enjoyed playing all of the games that were available there, because they were working very quickly, which is expected with a computer like this. There was also a handheld console, and I could try a new game that didn't even come out, but on a handheld console it was not working so well. It was pretty bad.
And this, what you can see here, is a touchscreen. It's made by a Ukrainian company, it's called Dotyk, but it also is based on Intel processor. I was basically trying to check how it works, like if it's lagging or something, but from what I saw, it was working well, just I didn't know how to use it, and that's why it looked like it's not working. But overall it was moving without lagging, so it was a cool experience. There was even a game for 4 players, but unfortunately I didn't play it. But it's very cool that on such an event you can try out a new technology. Of course, for me it's not everything was a new technology, because some of the things I have, like for example Battlefield 6 or Dying Light the Beast, but some of the things that were presented here they are very cool for a person who never was there and who never had a chance to try such a game on such a computer, and they can check if for them it will fit, or maybe for them it's not worth it. And by the way, Dying Light the Beast is a Polish game made by Polish studio Techland, so we had also there a Polish accent on this on this event. Not only it was on Krakow, but also you could play one of the cool Polish games that came out in this year. One thing that I didn't try, but I missed that I didn't try it, it was a LAN party where basically 5 players could sit in front of 5 players and play like they are the team that is taking part on this EM. It would be a cool experience, but also I can do it at home. I can play with randoms on the internet, so it's fine. Intel even presented a technology where you could use AI to generate some mythical or fantasy or superhero version of yourself using the camera and AI from Microsoft. I think that is Copilot, but to be honest, when I saw the result I was shocked how Tamta says mullen chockis, because it looked like garbage, as you can see. I didn't like it at all, because current technology lets you make much better things. But of course I printed it out for myself so that I can hang it over my bed and look at it from time to time, or Tamta can look at it. Yeah. And now was the time to go to the main event, because the match was starting and there was an opening ceremony where basically all the players and the trophy were introduced. And first match of the day was Team Spirit versus Furia. Furia is a Brazil team, but as I found out, not everyone there is from Brazil. There was one guy called Molodoy, he's from Kazakhstan, and he's like the talent that is playing on this event, and everyone was cheering for him. He had amazing one situation in the match, and they were playing against Team Spirit, which is made from Ukrainian and Russian players, and one of them is Dong. Dong is a person who is playing very badly as a teammate, but he shoots well, so he's also considered to be one of the best players in the world. And Furia won, and they went to the finals. About this event, I liked really the part where they were animating a lot. So for example, when the enemy team put a bomb, then it was animating a red line that was going and going and going and growing bigger until the bomb blew up. And then when bomb blew up, it was really making the effect of blowing up on these screens that you can see, and there was smoke coming out, so that was really cool. And in the meantime, when there was breaks between matches, also they were like making some lotteries, they were asking questions to the viewers. Some of the lotteries were sponsored by DHL, some of them were sponsored by Intel, because they are organizers, and one guy even won a processor which costs 500 euros. Szaleć. And as I told you before, Brazilians were screaming a lot, cheering for their team. I also saw a streamer that I saw in 2014 and even got a picture with him, but this time it didn't work out, so well, I will catch him next time. But then organizers asked us to turn on lamps, fanariki in our phones, and it made such a romantical atmosphere. Shame that I was there alone. And then there was the end of the matches, and who won was Team Fury and Team Vitality, and next day I was watching finals where they were playing together, and that was the end of the Intel Extreme Masters 2026. So Mihau, you really enjoyed this event? Yeah, I enjoyed it a lot. I'm glad that you went there. А вам, ребята, спасибо большое за просмотр данного влога. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и всем пока-пока!